Лев Толстой — это Лев Толстой. А скажи, в чем твое служение человечеству? Настолько наивный вопрос В мире столько несправедливости, слез. вытащить сердце и положить куда-то на полку. Женщина любую идею переводит на личность. Я бы хотел коснуться глубин. Кроме цитат, нам уже ничего не осталось. Лишили Родины, Он сказал: возлюби ближнего. любви к жизни. Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы. Русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: патриотизм — чувство безнравственное, потому что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего Отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести. А художник может быть патриотом? Настолько наивный вопрос, что нет никакой нужды отвечать на него развернуто. Конечно, художник патриот. А теперь я отвечаю на вопрос. Все мы начинаем жизнь с поиска абсолюта, конечно, с подтверждения того, что наши сомнения, наше желание жить честно и правдиво, оно преследует всегда. И Лев Толстой, благо его хорошо издавали, оказался тем писателем, который добросовестно учит жизни, без назидания, а едва ли не как Всевышний. И когда он говорит, что надо делать вот это, а не вот это, то это как вроде бы само собой разумеющееся. Да, можно в чем-то, конечно же, не соглашаться, но в целом этот писатель произвел на всех, без исключения, не только российских граждан, но и граждан всего мира такое колоссальное влияние, о котором говорить просто излишне. Лев Толстой — это Лев Толстой. Это абсолютный гений. Другой гений, Федор Михайлович Достоевский, сказал устами своего героя: счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка. Если развить эту мысль, получается, что то, что мы называем счастьем, оно не может называться таким. В мире столько несправедливости, слез, смертей. Да. Я думаю, что не только русскоязычный читатель, но, опять же, космополитический так называемый читатель всего мира, прежде чем выбрать, на чьей он стороне, на стороне Льва Толстого или Достоевского, несколько теряется, потому что ему дорог и один, и другой писатель. Но если Лев Толстой — это патриарх спокойного, вдумчивого, философского размышления, то Достоевский — это метущаяся, это страстная, это душа, которая не боится буквально срываться в запредельное, и это манит. Потому что каждый из нас хотел бы быть не только обласкан логикой здравого смысла, неспешного существования, существования благородного, цельного, но и какого-то тревожного, вопрошающего и, конечно же, бесконечно удивленного в том смысле, что мы живем в мире, безусловно, не идеальным, ни в коей мере не идеальным. И вот эта вот работа писателя как раз и заключается в том, чтобы максимально разгерметизировать нас в сторону сочувствия и сострадания к бедным
и угнетенным, что и делал Достоевский, и чем он всегда был интересен не только немецким экспрессионистам, но и революционерам всех мастей. Был период, когда Достоевский был несколько противоположен идеологии строительства коммунизма в нашей стране. Эта печальная страничка, к счастью, была краткой. И Достоевский вернулся на пьедестал великого мыслителя и беспокоил, и тревожил нас, и продолжает это делать долгие годы, пока мы находимся на этой земле. Еще один русский писатель уже 20 века, Владимир Набоков, сказал: «Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы». Вот можешь ли ты раскусить эту фразу? Судьба Набокова интересна тем, что благополучного, весьма одаренного мальчика лишили Родины. Это все равно, что взять, вытащить сердце и положить куда-то на полку, для того, чтобы оно билось там, а не внутри тебя. И поэтому Набоков, в моем восприятии, навсегда остался искалеченным, но очень гармоничным писателем, который отдал свою жизнь служению, обратите внимание, эстетически очень важно, слову, тому, чтобы оно было совершенным и по возможности гармонично сочеталось с рядом других слов, в которые оно встроено. И когда он произносит некие каламбуры, с которого вот был поставлен вопрос, мы можем немного растеряться, но спишем это скорее на некое излишество, бахвальство во владении словом, такое барочное скорее выражение, нежели осмысленное и по-настоящему достойное того, чтобы над ним размышлять. Набоков как раз тот писатель, благодаря которому мы во всех нюансах можем прослушать и провидеть значение слова не только самого по себе, но и в контексте других слов. Это величайший маг, при том, что его сердце, как я сказал уже в начале, лежит отдельно на полочке, извлеченной из грудной клетки. Драматическая судьба. Французский писатель Жан-Поль, философ, сказал: «Женщина любую идею переводит на личность». Так случилось, что, я думаю, это во многих культурах происходит, когда правительство культуры, не будем касаться политики, привечает одного писателя и где-то отодвигает на обочину другого. Я думаю, что это есть и в Китае, и в Индии, и в Новой Зеландии, и в Австралии, где угодно, когда почему-то достают одного писателя и популяризируют, а другой не менее достоин, где-то находится в забвении. Так вот, так случилось, что в России почему-то Жана-Поля Сартра привечали, его печатали, в отличие, скажем, от других, ну, предположим, какого-нибудь там Селина. И благодаря этому мы хорошо ознакомлены с творчеством Сартра. И само звучание Жан-Поль Сартр, оно музыкально. Как сказал Борис Вян, Жан-Соль Партр. Несколько иронизируя над тем, сколь высоко подняли этого мэтра и его значение. Так вот, начиналась новая эпоха человеческих взаимоотношений в том числе. До сексуальной революции было еще очень далеко. Но тем не менее, он нашел подругу Симону Бовар, которая разделила с ним его взгляды. И они были столь радикально, как будто бы новы для подробной интерпретации. В обиходе, в среде богемы, снобов, это было не новостью, элит.
А вот что касается широкой, так сказать, потребительской массы, то, что они декларировали, было неожиданным. То есть можно любить и при этом иметь какие-то связи как-то на стороне, оставаясь верными друг другу, одним словом, какие-то запутанные мотивы. И вот Сартр в своих исследованиях и публикациях весьма щепетильно касался этих тем, которые для русскоязычного читателя, да, я думаю, не только для русскоязычного, европейского, тоже были некоторой новостью. И еще он был таким политически ангажированным, так сильно смотрел влево, что это не могло не раздражать центристов, я уже не говорю там о правых. И до того времени, пока не появился на горизонте другой философ, весьма популярный, Хайдеггер, Сартр в сознании среднего статистического интеллигента России занимал первые места. Я думаю, что в подкорке он остался любимым и на сегодняшний день, хотя некоторые взгляды его весьма-весьма потускнели, как бы устарели. Аргентинец Хорхе Луи Борхес сказал: кроме цитат нам уже ничего не осталось. Наш язык — это система цитат. Борхес, писатель величайший, номер один, не мог не сказать слов весьма праведных. Да, в постмодернистском мире, в котором мы сегодня оказались, действительно, как будто бы не осталось ничего, кроме цитат. Но поскольку он разрабатывал именно эту литературную материю, и образный мир его был весьма загадочен, что впоследствии называлось и магическим реализмом, и взлетом латиноамериканской прозы. Он был для писателей главой, то есть он был писателем писателей. Он не только имел имя, которым словно бы пользовалась широкая масса, но он имел имя в среде, имя высокого звучания в среде пишущей братьев. К нему относились с огромным уважением. И мы говорим сейчас не о том, что кто-то, профессионал, относился к нему с уважением, а мы говорим о нас, потребителях. Когда мы открываем книгу Борхеса, мы словно дети погружаемся не в волшебные сказки, открывающие нам бесконечность и загадочность мира. Вот почему детство столь привлекательно. Оно уводит нас от повседневных забот в сторону невозможного, которое является само собой разумеющимся. И когда мы живем в сказке волшебной, мы живем в полную силу всех наших не детских, нет, но будущих возможностей. То же самое в литературе для уже осознанных людей делает Борхес, который по природе столь мощно одарен, что и по сегодняшний день, я думаю, литкритика не всегда может определить, как же это ему удается. Я думаю, вопрос будет о Габриэле Маркесе. И тогда мы немножко продолжим. Будет вопрос о Маркесе, но в одном из следующих выпусков. А пока цитата из Махатмы Ганди. Он сказал: лучший способ найти себя — это потерять себя в служении другим. А скажи, в чем твое служение человечеству? В том, что я предельно и максимально хотел бы не только прислушаться к себе, но и понять, что происходит во мне и почему происходит именно таким образом. Я бы хотел коснуться глубин моей души и потребностей в высотах, и жаждах, желаниях мозга, который рвется к тому, чтобы жить не просто в сегодняшнем дне, но в так называемой вечности, для которой, собственно, мы и рождены.
Если мы говорим о вечности, то вопрос, цитата из, ну не из, а цитата Христа. Он сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». А дается ли тебе любить ближних? Не хотелось бы говорить о конфессиях, о религиях, об историях религий. Их достаточно количество. Они находятся в какой-то конфронтации или в гармонии друг с другом. То есть не хотелось бы касаться столь великого вопроса как бы в качестве религиозного. Что касается самого чувства «возлюби ближнего», я думаю, оно расшифровывается следующим образом. Все мы в той или иной мере живем здесь для того, чтобы быть самими собой в совершенном варианте, не в качестве приспособленных к тому или иному событию, к той или иной группировке, к той или иной удаче, но лишь чтобы понимать самих себя и оставаться теми, кто мы есть, но в совершенной форме. А для этого иного чувства, кроме любви к жизни, а значит и к любви каждого столь же совершенного и богоподобного существа, ничего нет. Только любовь в состоянии продвигать нас по стезе совершенства и признания того, что истина и есть вечность, и все вместе и есть любовь. И великий Христос говорил, я думаю, как раз об этом. И поэтому наши души всегда следят за тем, чтобы мы не отклонялись в ту или иную сторону. И когда мы смотрим на развивающихся молодых людей, мы иной раз в смятении. Почему же они уклоняются? Почему они не видят правды? Почему они не чувствуют любви, когда все так ясно? А только потому, что вот это вот противостояние добра и зла несколько путает ситуацию. И окрепший, совершенный, гармоничный, предельно цельный человек отвечает на этот запрос чувством и знанием того, что есть любовь, именно чувством любви ко всему живому.